Так, значит, добрый вечер, дамы и господа. У нас третий межзвездный объект, так называемый 3i Atlas, продолжает преподносить нам определенного рода сюрпризы. В этот раз удалось обнаружить, что там идут некоторые химические процессы, которые делают вывод о том, что эти процессы, либо выполняются автоматом, либо выполняются некими зелеными человечками, которые там находятся, совершенно необходимым и обязательным. Вот такого рода история. Потому что согласно принципу экономии мысли невозможно представить, что это был естественный процесс. Вот мы эту статью сегодня обсудим. Ее впервые для меня, по крайней мере для меня, обнаружил Макс Сидоров, и мы очень его поблагодарим за это. Но вначале надо исправить косяки, которые у меня были в предыдущем стриме, посвященные этой самой комете. Мы знаем, что у меня их уже было как минимум 3, и вот это третий. И вот там был главный косяк, он состоял в том, что я с какой-то стати картинку интерпретировал таким образом, что будто бы эта комета движется перпендикулярно, практически идеально перпендикулярно к плоскости эклиптики. Это совершенно не так, на что мне сразу же указали в комментариях. Это значит, комета движется, в том-то ее интерес, практически полностью в области эклиптики, под углом всего лишь 5 градусов. И это движение ретроградно. Что это значит? Это означает, что она движется против движения всех планет. Давайте эту картинку посмотрим, чтобы к этой теме уже больше не возвращаться. Так, это вот выглядит это вот так. Значит, вот одна из таких картинок. Я вам ее сейчас демонстрирую. Значит, сейчас я ее запущу. Я ее запускаю. Вот так она летает, видите? Она летит чуть-чуть выше плоскости эклиптики, потом пересекает эту плоскость эклиптики, как бы под нее подныривает. Вот эти 5 градусов совершенно. И движется под Юпитером и так далее. Что здесь опять интересно, то что мы смотрим, как она летает с Марсом. Давайте еще раз. Вот она, смотрите, она идет снизу, ретроградно, Марс движется к ней навстречу, и они почти сталкиваются. То есть она практически сразу сталкивается с этим, значит, рядом проходит Венера. И вот обратите внимание, при всем при этом, если бы она ускорилась, то бы она вплотную прошла от Юпитера. Ну, может и ускориться, может и не ускориться. Но пока вот картинка выглядит вот именно так. То есть ее наклон, значит, к эклиптике, он на самом деле достаточно маленький. Ну, еще можно посмотреть эту же картинку в другом виде, значит. Вот, это вот происходит, это вот так. Опять-таки другая картинка. Она нам, где это у нас? Она демонстрируется вот так. Пожалуйста, могу больше сделать. Та же, значит, самая история. Давайте еще раз ее запустить. Она в форме флешки. Видите, рядом с Юпитером проходит. Давайте еще. Здесь она медленнее движется, поэтому можно и лучше рассмотреть. Вот давайте. Вот она снизу пошла. Летит, 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 летит. Марс движется к ней навстречу. И в какой-то момент они почти сталкиваются. То есть расстояние менее 0,2. А Земля в это время спрятана за Солнцем. И вот здесь она пролетает. Расстояние от Земли будет меньше 2 астрономических единиц. Достаточно быстро и потом близко подходит к Юпитеру. Вот такую рода картинку мы наблюдаем. Давайте еще раз посмотрим на эти расстояния, но уже в другом каком-то смысле. Так, это не то. Ага. Много или это мало, какие там расстояния будут? В общем-то. Давайте вот так. Еще я набил некоторую тоже картину, ее тоже можно смотреть. Значит, на сегодняшний день, 3 октября 2025 года, менее 2 астрономических единиц. Астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца. Венера ровно через месяц будет 0,65 астрономических единиц, тоже по космическим меркам очень близко. Земля, соответственно, почти 2 астрономические единицы. Это будет 19 декабря, практически, если мы ее скоро потеряем из виду, это случится примерно в день осеннего равноденствия, то приблизительно в самый темный день году, вот очень почти рядом, Земля будет находиться от этого объекта на минимальном расстоянии.
Ну и вот Юпитер тоже для такого супер-мега гиганта, как Юпитер, вот это расстояние 0,36 АЕ тоже очень маленькое. То есть есть некое ощущение, что это специально созданный объект. Вопрос, он так специально откуда-то издалека летит, или ситуация была иначе? Вот, например, «Голос добра» нам высказывает некоторую историю, созвучную с идеей Антона Князева, прозвучавшего на прошлом стриме, посвященной этой комете. Антон сказал, что там есть как бы некий триггер, который работает на появление искусственного интеллекта. Ну вот на самом деле нет, по всей видимости. По всей видимости, он заработал на начало радиодеятельности. То есть как только запищали первые электростанции, то некий этот объект, находящийся, быть может, в районе гипотетического облака Оорта, на его внутренней границе где-то приблизительно, он ожил, набрал некую скорость и дальше полетел испытывать, значит, наше это самое терпение и, вообще говоря, пролетать сквозь Солнечную систему. То есть он там находился в определенного рода вещи, он там прятался, найти его было совершенно нельзя, потому что мы не видим ни одного объекта из облака Оорта на сегодняшний момент. То есть это достаточно далекая территория, в 1000 астрономических единиц. Говорят, что она простирается до 1,5 световых лет от Земли. Где-то он там находился и быстренько приблизился. Притом очень интересно посмотреть, если это действительно созданный людьми объект, на что он реагировал по большому счету. На что он реагировал? А реагировал он на такие замечательные вещи, как гипотетические вот такие вещи он реагировал, которые должны были быть связаны с гипотезой его создателей, где могла случиться жизнь. То есть с их точки зрения получается, Земля была малоперспективна для такой деятельности, но такого рода жизнь она могла появиться на Марсе в первую очередь. То есть они считали, или он был там миллиарды лет назад, когда Марс был более пригоден для жизни, либо их физиология отвечала больше потребностям Марса. Но нельзя было исключить, конечно, как они это совершенно думают, и жизнь на Венере, и, кроме того, жизнь на лунах Юпитера. В общем-то, они там большие, громадные, многие подозрительные. В этом смысле мы можем заключить, о чем, как они рассуждали. То есть вполне возможно, что этот объект появился в облаке Оорта миллиарды лет назад и ждал своего случая, когда до него дойдет первый радиоимпульс. Как только он этот первый радиоимпульс увидел, услышал, почувствовал, он сорвался со своей орбиты и полетел ближе куда-то там рассматривать, вообще говоря. Но наше счастье, его целью не является Земля, его счастью является Марс, еще немножко Венера, а еще чуть-чуть Луна Юпитера получается. Вот такого рода вещь, которую мы наблюдаем на сегодняшний момент. Вот. То есть еще раз, я вот извинился, значит, наша ситуация, она вот такова, что он движется, и это большее чудо перпендикулярность к эклиптике, это он движется в области эклиптики. А, кстати, вот пока я оттуда не ушел, давайте-ка мы эту еще раз я вам покажу. Много или мало? 5 градусов, да, ретроградного движения. Много ли мало? Вот. Здесь вот есть картинка такая. Ну, все планеты, они никто, кроме Земли, разумеется, не находится в области эклиптики. Все наклонены под ней какими-то градусами. Ну, например, Плутон, он находится вообще под наклоном 18 градусов. Это очень много, но он и не планета. Он другой класс, так называемый карликовые планеты. Из обычных планет он исключен на сегодняшний день. А кто у нас главный возмутитель спокойствия? Это Меркурий, у него 7 градусов. Тоже это незначительная величина, тем не менее. Венера 3,5 градуса, Марс 1,8, Земля, Юпитер 1,3, Сатурн 2,5. Отличник Уран, он больше всех похож. Нептун есть у нас еще, он тоже отклоняется примерно как Марс. И есть у нас Луна, которая находится под определенного рода углом, тоже очень интересным, что позволяет нам наблюдать эти чудесные затмения солнечные по всему, на всей поверхности Земли, а не где-либо. Вот такого рода еще. Ну, то есть, вот она такая. То есть, по сути, она должна быть, как мы знаем, Луна двигаться в плоскости экваториальной, то есть, сильно должна быть наклонена к плоскости эклиптики. Она движется вот на 5 градусов, совсем-совсем, как этот новый наш мифологический объект.
Такие вот рода вещи, которые у нас происходят. Но давайте все-таки вернемся к сенсационности, которая вот появилась буквально неделю назад и опубликована на Archive.org. Сейчас я эту статью достану, и мы ее будем изучать и смотреть на нее подробно. Нет, это не она. Тоже не она. Вот это, наверное. Да, вот статья, собственно. В чем там состоит чудо некоторое, да? Такое вот определенного рода чудо, с которым мы опять-таки будем сейчас работать. Мы его сейчас посмотрим и его увидим, значит. Вот эта статья, здесь большое количество соавторов, они представляют собой авторитетные организации исключительно, работают на большом телескопе, и они нас радуют вот этим следующим образом. Значит, каковы ее странности? Первое. Такое вот бывает, достаточно редко, что там очень мало воды и очень много СО. Притом СО это угарный газ. Вот его там непропорционально много, а воды мало. По большому счету, вот так, чтобы было именно так, вот отвратительно, бывало, вообще говоря, только у одного объекта, который подозрительным образом похож на тоже межзвездный, захваченный когда-то давным-давно Землей. Это речь идет о С1 2016 П2, то есть это в 2016 году, как вы видите, была обнаружена большая комета в 40-50 километров в поперечнике, П2 или П2, да, это астрономия на Гавайях, на Гавайских островах она была сделана. И ориентировочно где-то в 18-19 году она ближе всего подходила к Земле, и у нас всех по большому счету удивила вот она. Но об этом мы скажем некоторые общие, но я еще раз повторяю, если мы смотрим обычно на то, что из этой кометы изливается, то это, по всей видимости, почти всегда вода и остальные примеси по мелочам. Здесь наоборот, здесь воды вообще почти нет, но есть еще СО, даже не СО2, а СО. Это первый, второй удивительный факт. Второй удивительный факт. Очень много, значит, обрубленной синильной кислоты, да? То есть те самые, значит, эти цианиды так называемые. Цианид, только он без металла. Его очень много. Он, вообще говоря, конечно, эти цианиды встречаются фактически во всех кометах, но всегда в форме незначительных примесей. Здесь ее неправдоподобно много. Второй замечательный факт. Очень много никеля. Ну, действительно, никеля много. Он как бы так встречается всегда. Есть специальные никелевые спекуляции по поводу взрыва сверхновых и все остальные вещи. И он часто встречается на кометах. Но вспомним опять, как я рассказывал, про комету Борисова на второй межзвездный объект. В ней тоже было молекулярного никеля чрезвычайно много. Но маленькое замечание, и это третье чудо, которое мы обнаружили, связанное с этой кометой Атлас, что всегда никель идет в сочетании с чем? Идет всегда в сочетании с железом. Их соотношение 1 к 1. Это стабильное соотношение во всех кометах, по большому счету. Исключением не является и комета Борисова. Да, в ней много молекулярного никеля, но он сопровождается примерно таким же соотношением и железа. Здесь железа нет совсем, а здесь есть большое количество никеля. И, наконец, значит, четвертая ситуация, которая делает, вообще говоря, этот процесс фактически, это является, как пишет «Голос добра», верным источником, он и про никель пишет без железа, того, что там идет технологический процесс. Он состоит в следующем, что у нас стремительно возрастает концентрация никеля, и у нас стремительно возрастает концентрация этого обрубка синильной кислоты. Вот оно в чем дело. То есть вот это возникает. Притом концентрация никеля тоже сильно растет, и концентрация синильной кислоты тоже сильно возрастает, то есть вот этих самых цианидов. По какому закону? А по закону обратному. Мы знаем закон обратной квадраты, но для никеля это приблизительно закон обратных 8,5. Но что такое 8 обратное? Это означает, что стоит этой комете в 10 раз ближе подлететь к Солнцу, в 10 раз, то ее, вообще говоря,
количество никеля там возрастает в 100 миллионов раз. Представляете? На самом деле еще больше. А если стоит туда ей точно так же подбежать в 10 раз ближе к Солнцу, то количество ободранной этой синильной кислоты ее возрастает, значит, соответствующим образом значит, в 9 раз с лишним, то есть в миллиард, а на самом деле в несколько миллиардов, да, в несколько миллиардов раз ее количество, значит, возрастет. То есть во много, ну, может в 10, можно точно посчитать, сколько будет. Такого быть не может. Невозможно себе представить такой естественный процесс, чтобы было так. На самом деле невозможно. Как это так? У вас количество Солнца, которое испаряет, оно вырастет как квадрат. То есть у вас должен быть закон обратных квадратов. К нему может быть еще туда-сюда, может какой-нибудь объемный фактор. Ну еще заработаем 1-2 порядка. Но чтобы 9 невозможно. То есть некое, как я пишу в этом названии стрима, что зеленые человечки начали чем-то заниматься активно никелированной деятельностью. Почему? Почему? Откуда это берется? Ну, что такое цианиды, как они используются, вообще говоря? Ну, сильный яд. Любой цианид – это сильнейший яд. Ну, известно цианистый калий, да, мы все его знаем, все его любим по всяким фильмам, по всему прочему, по ампулу с цианидами, там вот такие вот вещи. Мы все его... Все цианиды, значит, в том числе и цианид калия, здесь только калия осталось добавить, они убивают клеточное дыхание. Большая доза цианистого калия мгновенно убивает человека, если он натощак. Пахнет миндалем, вы все знаете это по детективам. К трупу подошли, понюхали, пахнет миндалем, значит отравили цианистым калием или сам отравился. Вот. И любой цианид, в том числе цианид никеля. Но что здесь опять интересно, давайте я опять переключусь на свою картинку. Какие два химических процесса могут сопровождаться вот подобного рода подписью технологической. Ну, первый, значит, это эффект Мондо, да? Сейчас я его покажу вам. Вот он, переход. Я его тут коряво набил как-то там. Как я это люблю. В чем он состоит? Значит, это процесс, который использовался в начале 20-го, в конце 19 веков. Он состоял в том, как получить сверхчистый никель. Происходило следующим образом. У нас есть оксид никеля. Мы его при 200 градусов продуваем водородом. Происходит восстановление, улетает водяной пар, остается никель. И вроде бы мы должны радоваться, никель получили. Но ровно такая же, значит, ситуация происходит и с железом, которое в этом же месте, где никель находится, и кобальт, и много остальных других осадков. С ними вот такая вот вещь возникает. Мы поэтому получаем не чистый никель, а смесь его с железом, с кобальтом, черт знает еще с чем. Вот такого рода история. Поэтому было предложено делать соответствующую вещь, что если мы туда добавим угарный газ, вот вторая строчка, и при 60 градусах нагреем не очень сильно, никель весь взаимодействует с этим угарным газом, превратится соответствующим образом в некий новый газ и полетит. В то время как вот все остальные шлаки, то есть железо, кобальт и прочее, они останутся лежать у нас там на том месте, где они лежали. Вот таким образом. Вот он летит, он куда-то далеко улетел, мы его там собрали и начинаем его опять сильно-сильно нагревать. И при 220 градусов он начинает распадаться. СО улетает дальше, а никель остается. И мы таким образом получаем сверхчистый никель. Вот он в чем наш фокус. Тем самым процесс Мондо, когда у нас есть много никеля, но нет железа, в отличие от всех остальных объектов, он у нас демонстрирует одну простую вещь. Он демонстрирует, что бы там могло такое происходить. Кроме того, есть такой замечательный, для чего используются цианиды-то все. Гальванопластика, да? Помним, что это такое, гальванопластика. Происходит это следующим образом. Вам надо какой-то образец покрыть металлом. Покрывают это обычно медью. Медью так более-менее можно просто взять медный анод, пропустить ток. Часть меди, несомненно, окажется при этом в растворе воды. И после этого налипнет на катод, где у нас есть объект, который надо покрыть медью, и покроется.
Но для других металлов это делается иногда совершенно другим способом. Вот для них как раз и нужны вот эти самые цианиды, цианиды этих металлов, которые добавляются в этот самый раствор. И пропускание электрического тока, например, происходит никелирование. Также можно золотом покрывать, серебром, еще чем-то. Любой небольшой объект в непромышленных количествах можно покрывать вот раствором этих самых цианидов. То есть процесс тоже очень вредный, очень редкий. Придуман достаточно давно. Вообще гальванопластику Якоби придумал Борис Семенович, по-моему. Это российский выдающийся химик, электрохимик и физик. В общем-то, аж в 1838 году. Здесь тоже вполне возможно, что так резко растет количество цианида и так резко растет количество никеля, что можно говорить, наверное, о каком-то таком другом процессе, не только процессе Монда, но вот какой-то вот такой деятельностью. Но еще раз я повторяю, здесь сложно не согласиться с автором живого журнала, который, кстати, уже покинул. Это «С голосом добра», так называемого. Ссылку вы можете найти по описанию. Что это подпись? Это подпись технологического процесса. В том, что у вас растет с такой скоростью концентрация ободранной синильной кислоты и концентрация никеля. То есть одно, значит, в 100 миллионов раз и больше, а вторая, значит, почти в 10 миллиардов раз, чуть меньше. То это вот как раз показывает, что там идет нечто вот такой самый интересный объект. Вот такие вот вещи. Ну давайте еще раз я переключусь, и мы поговорим дальше. Вот это некоторые факты. Ну значит, давайте еще попытаемся посмотреть на какие-то там у меня картинки заготовлены и поговорить о них подробнее. Так, это не то. Минуточку, сейчас просто у меня много картинок. Наверное, вот это, да? Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну вот он летает. А нет, извините, это, наверное, не та картинка. Да, вот эта картинка. Извините, запутался немножко. Такие вот картинки. Ну вот это, значит, наш герой. Вот это ЦН. То есть вот этот цианид, который лишенный своего водорода прицепляется к чему угодно и может массово убивать людей. Вот такие вот рода вещи. Что мы еще из картинок должны показать? А вот такая интересная картинка. Я ее специально скачал из английской Википедии, чтобы вам показать. Значит, смотрите, вот здесь C2016. Это Pan-STARRS, так называемый. Это так телескоп называется на Гавайях. Вот она. Она дикая, подозрительная и ненормальная. Почему? Потому что вот обычная комета. Мы смотрим на нее в спектрограф и видим, что H2O оттуда улетает. Ну, CO2 всегда улетает, да, конечно. СО есть и все остальное. Вот та комета, вот она единственная. Почему она такая ненормальная? Да потому что в ней воды-то почти нет. Вот она, тоненькая полосочка, да, тоненькая полосочка. А все это в основном угарный газ, который для процесса Монда, вы видели, что нам очень-очень-очень нужен. Вот этот самый процесс. Ну, вот такого рода вещи, который там происходит. Очень нужен, вообще говоря. Ну, можно пофантазировать, как вот сухой СО, сухой угарный газ. О, мне пришло что-то. Ага. Игорь, комитет как может продолжить поддерживать уникальный контент? Да, спасибо. Но по причине многодетности дети растут. И я понимаю, что я становлюсь все беднее и беднее. Скоро буду как церковная мышь. Это естественно. Придется резать косты. Да, понятно. С другой стороны, если я стану сказочно богатым, то ФШ и вы номер решетка 3 в списке. Хорошо, спасибо. Спасибо. Да я представляю себе, я уже сам, вы знаете, что я ребенок из многодетной семьи. Такая вот вещь. Спасибо.
Ну вот, давайте, значит, вот опять по поводу уникального контента. Значит, такова ситуация. Просто как бы, да, это все понятно, что очень многие сильные донаторы уходят, а новых не прибавляется. Есть такая проблема. Вот. Значит, вот смотрим, значит, вот на эту самую ситуацию. Вот так они выглядят. И вот это распределение, оно тоже вот такое же ненормальное. Ближе всего к ним комета Борисова. Комета Борисова, она чем характерна? Что у ней СО2 каждого О, она составляет примерно 8. То есть, от 35 до 100%. То есть, СО2 может быть столько же в ней. По большому счету, столько же СО2. Нет, просто СО, прошу, не СО2, я просто не туда посмотрел. Просто СО. Ее соотношение такое же, как в воде. То есть второй межзвездный объект точно так же обладает патологической структурой некой такой. Не такой, как С2 2016, R2 здесь написано, R2. В общем, не такой же, значит, он обладает его бешеной ненормальностью, но он тоже ненормальный очень. Так вот, комета Атлас, вот 3, о которой мы сегодня говорим, у ней СО2 каждого О, это первое исследование, что увидели, составляет 8. Но СО2 там не основное, там основное СО. Вот такого рода вещь, которую мы наблюдаем. Опять, то есть мы видим на самом деле, что только 3 кометы резко выделяются из своего списка. 3 кометы. Это значит С2 недавно открытая тоже. Вот это 3 и Атлас и комета Борисова. Притом комета Борисова из них самая дрящевая. А вот эти 2 кометы, они ненормальные. Но еще раз я повторяюсь, чтобы никель добить железа. Я специально залез, я же, помните, я вам рассказывал, что молекулярный никель – это характерная особенность вот этой самой кометы, что его много, кометы Борисова. Я специально туда залез и решил узнать, в каком соотношении она с железом находится. Так вот, 1 к 1. 1 к 1, ребята. А здесь один голый никель совершенно без железа. Ну, блин, ну не бывает такого. Как такое? Процесс Монда, значит? Вот что-то в такого, типа вот этого процесса Монда. Ну, что у нас там еще? Посмотрим. Да, вот еще одна моя, то ли косяк, то ли не косяк, я не знаю. На самом деле, я говорил, что нет никакого аппарата возле Марса, который мог бы ее хорошо рассмотреть. Ну вот, он то ли есть, то ли нет. То есть есть действительно марсианский разведывательный спутник, так называемый. И на нем есть камера. В 2005 году он был запущен, в 2006 году долетел до Марса. И ходит, смотрит на Марс, может даже изучить точностью. У него там 30 сантиметров на пиксель. То есть очень высокая разрешающая способность, очень-очень. И вот будто бы вот голос добра говорит, что там будет 30 километров на пиксель, когда она будет пролетать. Это много или мало? Ну, на самом деле мало, потому что последовательные исследования, чтобы голос добра не говорил по поводу 47 километров в поперечнике, говорят, что у этой кометы размеры может быть всего лишь 1 километр у ядра, а может, ну, не больше 5. То есть она тоже небольшая, как и комета Борисова. Произошли некие переоценки. Сейчас комету Борисова вообще оценивают 400 метров в минимуме. Но другие говорят, что 1,5 километра. То есть она вот тоже маленькая считается. Но из каких-то дополнительных соображений не изучаем. Ну вот посмотрим. То есть и да, и нет. То есть он будет изучаться и будет смотреть. То есть на сегодняшний день на него будут наведены радиотелескопы, чтобы проверить, как он общается по поводу радиоимпульсов с окружающим пространством. Ну, я думаю, что никак. Вы говорите про никель. А сегодня суд Великобритании разрешил бывшей жене Потанина подавать в суд на мужа на раздел Норильского никеля. Да. Совпадение? Не думаю. Ну да, хорошая шутка. Ну, конечно, совпадение, да. Да, спасибо. Спасибо, да. Да, такие вот вещи. Ну вот так как-то. Что еще здесь можно из таких веселых вещей сказать? Да, мы поехали дальше смотреть, что у меня там закачано. Ну, вот она, наша синильная кислота, да. Вот. Ну, вот эта картинка. Все, значит. Давайте я буду возвращать себя на экран. И подводить некоторые итоги. Значит, извинился, признал свою ошибку.
Ну, косяк. У меня же ни одного стрима без косяка не обходится. Это первое. Второе. Мы обсудили с вами их, значит, химический состав по спектру. И нашли несколько удивительных фактов. Никель без железа, СО без воды, фактически, комета вообще без воды. И дикий закон. Ненормальный дикий закон. Возрастание и никеля, и синильной кислоты в атмосфере кометы. Если добавить к старым фактам, которые мы об этой комете знаем, ее ненормальная траектория, например, ее значит, хвост направленный по движению, и свет от этой кометы тоже направленный по движению, просто фонарик летит, и прочее, 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 позволяет нам утверждать, что этот объект, по всей видимости, является явно искусственного происхождения. Но это искусственное происхождение, создатели его ошиблись несколько. Они, быть может, думали, что главным претендентом на то, что у них заведется жизнь, это был Марс, а не Земля. Поэтому они летят изучать Марс, заодно изучать и Луну Юпитера, исходя из своего опыта. Чуть-чуть подальше заглянут на Венеру, но мы от них будем спрятаны и находимся очень далеко, на 2 астрономических единицах. Тем не менее, очень интересно вот с этим объектом хоть как-то попытаться пообщаться. Ну вот голос добра говорит, что уже началось взаимодействие. И приводит 2 таких факта, связывает их с кометой. Первое, это необычайно спокойное Солнце. Это действительно так. Мы сейчас наблюдаем вот просто в эти дни одно из самых спокойных Солнц за всю историю наблюдения. Не знаю, уж совсем или нет. Это уменьшение его активности началось после 23 августа. И сейчас очень маленькое. Второе. Все ждали мальчика, а появилась девочка. То есть вместо Эль-Ниньо появилась Ла-Нинья. И судя по всему, опять, то есть вот этот мальчик, Эль-Ниньо, он был всего 1 год, что не очень хорошо. А так, сильный ветер выгоняет, как вы знаете, воду по каким-то причинам от перуанского побережья Южной Америки. На смену горячей воде поступает холодная вода из глубин. Да. А разве не мог отщепиться объект с уникальным составом от более крупного объекта? Мало ли что там в космосе могло произойти. Ну, такая гипотеза есть, что он отщепился от объекта, напоминающий Плутон. Но она так очень, очень хлипко имеет основание. Ну, траектория это нормальная. И фонарик по ходу светит, и вот такой процесс, как вы себе, вот, ну вот этот процесс между 8 и 10 степенями роста, он странный. И чистый никель без железа. Очень сложно себе представить, что такое бывает. Но я говорю, мы тут радуемся за комету Борисова, которая, да, тоже ненормальная, но не настолько, как Оumuamua и вот этот 3И Атлас. Такие вот дела. Так. Ну, в общем, вот, подвели итоги, значит, да, пока у меня Комитет изменений прогресса является единственным донатором. Вот так, сейчас мы будем отвечать на основные вопросы, хорошо? Здравствуйте, Игорь, крепкого здравия, интересного стрима, всем, спасибо. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательно лайки, по возможности принять донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Не нашел инфу о том, что у Атласа хвост в направлении Солнца, о чем вы говорили ранее. Это точная информация? Просто если да, то это совершенно невозможно объяснить природным явлением. Это же фурор. Ну вот такая, да, вот такая вещь. Ну вот по ссылкам можете пройти, если вы там дальше пролистаете по моим ссылкам, то вы там увидите у Голоса Добра вот такую информацию. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Огромная благодарность всем отзывчивым и с щедрым сердцем. Спасибо. 100% эта машина Маска возвращается. Сядет на автопилоте, доедет до завода Тесла. Ну, здесь как минимум километр, да? Вот Голос Добра говорит вообще о 50 километрах. То есть машина Маска поменьше. А Юпитер ее не захватит гравитация. Расчеты есть. То, знаете, мне тоже, когда я смотрю на ее траекторию, тоже интересно. Не захватит ли он ее гравитацией? Вот очень тоже интересно. Ну, давайте посмотрим ее траекторию. Она вот еще осталось ее наблюдать 2 недели.
по большому счету. Может быть 3. После этого спрячется и будем ждать, что вылетит. Может, она вообще оттуда не вылетит. Может, она там эту синильную кислоту для Марса варит. Прилетит и попытается эту планету стерилизовать, накидав туда большое количество синильной кислоты. И эти наши марсоходы, не знаю, как российские, им-то все равно, по-моему, советские, то есть, а американские марсоходы этому обстоятельству очень удивятся. Но будет на самом деле смешно, что прилетит, стерилизует Марс и улетит дальше. Это как вот эта гамма-вспышка 22 года, когда все понимали, что вспышка беспрецедентная по мощности в своей истории, и она немного против Земли промазала, против Солнечной системы. Попала бы, никто бы не выжил. Спокойная, красивая, чистая смерть. Мне вот точно так же, как вам, когда я смотрю на такие картины, всегда кажется, вот не захватит ли он ее гравитацией хоть как-то, или сильно изменит эту орбиту. Это не комета, возвращающаяся экспедиция давно исчезнувшей цивилизации марсиан. Ну, может быть, а синильную кислоту они зачем варят? Где в статье упоминается технологическая активность. Авторы вроде объясняют эмиссию через естественные карбональные соединения. Это мы, лжеученые, объясняем вот эту самую вещь. Разумеется, там ученые совершенно респектабельные. Ави Лёб еще ничего не успел сказать, он тоже, в общем-то, респектабельный ученый по этому поводу. Да. Цели СВО будут достигнуты. Синильная вселенская операция. Да-да-да, синильная вселенская операция, да-да-да, спасибо. Угу. Да, хорошая шутка. Вот. Похожие эмиссии никеля найдены в обычных кометах Солнечной системы. Это тоже технологии? Нет. Вот таких вот нету. Всегда у вас, там где никель, там у вас всегда железо. Голос добра выступил на эту тему. Ну вот я на него и ссылаюсь. Вы вторую ссылку, это ссылку на Голос добра. Почему отсутствие железа указывает на ИИ, а не на разную стабильность карбонила в водной среде? Я не знаю, я просто могу сказать, почему на искусственный интеллект, я не знаю, по-моему, на искусственный интеллект ничего не указывает. Я просто хочу сказать, что такого в кометах не бывает. Там, где никель, там всегда железо. Она вот такая уникальная. В статье вроде объясняется, почему железо не обнаружено. Феррум СО2 менее стабильный в водно-окислительных условиях, чем никель СО. Ну вот тогда надо понять, почему во всех таких кометах наблюдалось всегда паритет между никелем и железом. Нашел интервью похищенного в 70-х с СССР, пожалуй, самое удивительное, его угнали или продали на работу в другую галактику. Через базу США и на Луне людей собирают. США в другую галактику постоянно ходит. Ну тоже интересно. Кроме версии, что после встречи с Марсом эта комета не вылетит с другой стороны Солнца. Еще можно найти более катастрофическую версию, именно что из-за Солнца уже не выйдет Марс. Ну вот это было бы вообще смешно. Но у нас там достаточно много аппаратов, по-моему, 7 штук. 7 штук активных аппаратов на Марсе. 5 всяких станций на орбите, хотя я могу ошибаться, и 2 марсохода. Так что нам что-нибудь об этом расскажут. Людям ставят имплант на сердце, они вернуться никогда не смогут. Он разрывается автоматом. Он привел кучу интересных деталей, что пираты есть угоняющие людей. Ну вот интересно. Температура кометы минус 120 исключает любые электрохимические процессы промышленного масштаба. А там измерена температура, да? Ну вот, а как вот этот процесс объяснить в чистоте своей? А так, если чуть серьезнее, так еще 10 лет и любой школьник с помощью нейросетей сможет сгенерировать личное видео полноценного контакта с инопланетянами. Как мы тогда будем на новости реагировать? А никак, мы сейчас и на эти новости не реагируем. Мы все настолько привыкли уже. Но это как эти в формуле любви у Горина и Захарова, что как Казанова пришел, да, нет, он не Казанова, он кто был? Граф де Сен-Жермен, да, он был, значит, он им начинает рассказывать, что он живет много-много сотен лет, и что может и эту вилку проглотить, и так далее, и так далее. А он относится к людям, которые говорят, что бывает. Там доктор
хозяечка, эта тетушка и прочие остальные люди. Такое бывает, говорит. Совершенно скептически. Вот мы тоже сейчас также к этой ситуации относимся совершенно скептически. Потому что мы знаем, что бывают разные чудеса. Что бывает никель без железа. Бывает, что вилку глотают за обедом. Бывают еще всякие интересные вещи. Много же бывает естественных вещей. Вот такой степенной закон роста активности никеля и синильной кислоты и цианидов в атмосфере этой кометы, может быть, тоже бывает предметно. Но мы уже ничему не удивляемся, по большому счету. Мы же люди уже такие, пожившие на этой земле, и знаем, что бывают чудеса. С естественным объяснением потом. Земля под защитой от любых гостей. Вроде бы та самая федерация, может, сделка есть. Про сферу этой защиты уникальный материал собрал инженер Англии Патрик Дженсен. Часто выступает. Но похоже на то, что действительно под защитой. Я не знаю, что это за Патрик Дженсен такой, но я уже высказывал свое предположение, судя по той кометной активности катастрофической, которая находится на поверхности Юпитера. Вот, мы их обсуждали вот эти постоянно. Вот, то и почему этого не происходит на Земле, мы постоянно этим вопросом удивляемся. Почему С-2016-R2, богатая СЦО, не считается технологической, необычный состав, ваш критерий, не считается, потому что дело не в большом количестве СО2. А проблема в степенном законе, в диком, возрастании синильной кислоты и СО. Да, в комете 2016 года в ней есть точно так же цианиды в атмосфере. Но ничто вот так не растет. И в ней нету никеля. А если есть, то он его столько же, сколько железа. Эти летающие сферы военных, охраняющих Землю, фигурируют в американском похищении полицейского 60-х. Он на гипнозе рассказал то, что только сейчас вылезло, возможно, технически. Но вы помните, да, что сравнительно недавно в Америке поймали человека, который наряжался в костюмы инопланетяна, накачивал своих несчастных жертв фирменной смесью психоделиков, куда много чего сходило, и их анально зондировал, насиловал, анально зондировал, и изображал из себя вот тем самым пришельца. Вот, то есть такой процесс был. Нет, может быть, все было прямо наоборот. То есть, поскольку пришельцы похищали людей, их анально зондировали, то чтобы американское правительство, чтобы скрыть эти факты, она придумала вот такого сумасшедшего. Будто бы он наряжался в костюм инопланетянина и так ходил. Демонстрирует. Ага, что-то демонстрирует. У меня там где-то ошибка опять. Демонстрирует. Да, я их постоянно исправляю. Сегодня нашел только что ошибку в заглавии одного из этих. Что Эйнштейн у меня был написано. Не Эйнштейн, а Эйнштейн было написано. У меня много чего постоянно делаю. Но надо всегда читать, что ты набьешь, и прочитать внимательно. И после этого исправить ошибки. Демонстрировать. Пропустил просто. Все наблюдения 3 Атлас объясняют естественной карбональной химией при 120 градусов. Никаких технологических процессов данных нет. Ну, фиг его знает, как они объясняются. Видео очевидцев с нужными событиями неотличимы от реальных. Интересно. Понимаете, вот просто есть же просто разговоры по этому поводу. Ну вот типа того, что я же вам рассказывал. Как кто-то там написал, что вот я прочел Джеки Брауна, у него такие, Дэна Брауна, вот такие-то нестыковки. Ну и гадость же ваша, Фоменко. Ну вот как-то в таком духе. Видео очевидцев с нужными событиями, неотличимы от реальных, да. Короче, Земля окучена военными, у людей есть там враг, некая империя. Но пока она прибрать планету не может, пока сделка есть. Вне Земли ценятся очень ремонтники и технари. Ясно. Их больше всего воруют. Поэтому не становитесь ремонтниками и технарями, тогда вас оставят на Земле. Становитесь философами. В эклиптике летает никель, а тут хотят делить на никель. Ну а чего нет? Хотят, наверное. Еще раз всех приветствую.
Еще раз приветствую. Напоминаю о необходимости вашей поддержки. Спасибо. Научное сообщество рассматривает 2И Борисов как полностью естественную межзвездную комету, несмотря на логичные особенности струи Атлас. Но у нее есть некоторые особенности, близкие как у струи Атлас, но она действительно похожа, что естественная. Вот у нее есть такие вот некоторые особенности, но они не такие радикальные, как с Атласом. Признак симуляции мира, происходящие часто чудеса. Да, соглашусь. Соглашусь. Когда происходят чудеса, это симуляция. Атлас расправил плечи. Ну, все теперь шутят. Я вижу. Ага. Все активно шутят. Этот спектакль на Земле будет продолжаться вечно, пока ее не захватят наконец. Почему это не происходит, уж совсем дебри глухие. Типа из-за бывшей Атлантиды, имевшей вес в прошлом. Ну, наверное. Какой-то некий, немного необычная траектория, как-то неубедительно. Вот если оттуда нас разбомбят, а потом вышли десант боевых роботов, будет убедительно. Но я полностью с вами согласен, да. Да. Они высадятся на Марсе и оттуда нас будут захватывать. Ну, может быть. У писателя Фламариона XIX века в книге «Гибель Земли» тоже была комета с угарным газом. Ну, с угарным, да. Ну, с угарным, да. Ну, типа инопланетяне нас еще не обнаружили, ну, чужие. Ну, может, и обнаружили, не знаю. Не знаю. Но пока их, вот по ее траектории, их область основного интереса – это как бы Марс. Если смотреть в радиодиапазоне, на нашу планету это вторая микрозвезда, ярко сияющая в радиодиапазоне. К нам, чтобы лететь, нужно понимать, что такой всплеск радиоизлучения – это этап НТП, а не чего-то там еще. Но, может быть, она просто была запрограммирована. Давайте себе представим невозможную ситуацию, что там в облаке Оорта был некий объект, который просто был запрограммирован, что как только возникает у нас радиоактивность, тут же лететь к Марсу и его синильной кислотой стерилизовать. Алекс Друбецкий. А где бы у нас Алекс Друбецкий был? Был. Да, был, да, действительно. Вот знаете, даже при татаро-монгольском иге с населения брали налог 10%. Даже если они будут брать 15%, это будет лучше, чем наше правительство. Почему? Почему они будут брать? Неужели вы думаете, что для них какие-то бумажки что-то значат? А не звезда в радиодиапазоне. Поэтому уж лучше чужие, чем свои бессовестно будут нами помыкать. Ну, трудно сказать, ребята. Трудно сказать, какие лучше, свои или чужие. Никель ЦО более летучий, стабилен в водной среде, чем ферру ЦОС. Так вот, водной среды нет. Нет никакой водной среды, нафиг. Нету, мы ее не видим. И тогда остается объяснить, почему здесь, почему с другими кометами не так. Даже с кометой Борисова. Вот комета Борисова, говорят, что на нее похожа. Так вот, ничего подобного. То есть там никель и железо пополам. Все забывают главную истину, провозглашенную старшим научным сотрудником Институтом США и Канады. Инопланетяне – геополитические союзники России. Ну хорошо, значит, они летят к нам на помощь, да. Ну, кстати, я вот захожу, там мама смотрит телевизор, и там часто этого чувака вижу, старшего научного сотрудника Института Канады США по телевизору. Кстати, у меня большой фундаментальный вопрос. Вот этот умный телевизор,
он пытаешься вставить к нему в USB порт, он его ни хрена не видит. Точнее, он его видит и говорит, что безопасное извлечение есть устройство, и безопасное извлечение этого устройства активируется. А что, надо обязательно оформлять подписку на Яндекс Плюс и на все остальные, чтобы он видел внешний носитель как-то, да? Как можно этот внешний носитель увидеть, им пользоваться? И мне казалось, что как раз со старым этим вещам скачал у себя на компьютере какую-то эту штуку на Яндекс, куда-то скачал что-то, фильм, воткнул в телевизор и смотри себе. Так вот, почему так не работает? Может, Яндекс.Диск надо расширить, может, через Яндекс.Диск только будет работать. Но там я тоже так понимаю, что далеко не каждый формат проигрывает. Ну, в общем, я не понимаю, как сделать из супертехнологического умного телевизора что-то полезное за бесплатно. Или надо что, опять доплачивать там за Яндекс Плюс или что-то еще. Это вопрос. Угу. Ладно, ко всем. Кто-то, может, придет, мне расскажет. Различная окислительная стойкость никелевых и железных соединений. Так вот, почему она здесь она настолько различная, а во всем остальном она такая схожая? Температурная селективность при 120 градусах никелевое соединение активное, железное нет. Ну так вот почему с остальными кометами не так? Вдруг они помогут кацапам избавиться от путинского режима? Ну, может быть. А чем вам путинский режим не нравится? Не выпускают вас получить наследство? Или к своим детям в Британию? Британию не отпускают. Так они вас не признают отцом биологическим, по крайней мере. Наша Земля столько сигналов испускает в разные стороны, а тут с таким уровнем межзвездных технологий перелетов, находясь в нашей Солнечной системе, не могут нас увидеть. Ну, я согласен, что моя эта версия, она такая, она слабая и пошлая. Просто умные ТВ слишком умные. Пока официально не оформишь отношения, фиг чё вставишь. PS. Шучу, я не знаю на самом деле. Ну вот было бы интересно. По-моему, такая проблема только у меня, у меня с умным телевизором. Ну такая большая штука, ей года 1,5. Такая 2-метровым экраном. И вдруг мы не можем на ней кино смотреть. Он показывает нам только то, что он там показывает. То есть я хотел маму познакомить с мировой классикой, а не познакомишь, что даже эта штука настаивает, что даже крестный отец за деньги, за бесплатно тебе его не покажет. Спасибо. Прошлый Анатолий Николаевич, я думаю, что не избавиться от всего правительства и поставить свое более разумное, надеемся и ждем. Я считаю, что они просто землю стерилизуют нахрен. Ахаха, пришельцы уже скоро важно анализировать людей, других способов лечения нас не может, ахаха. Ну, в общем-то, у нас на теле очень мало отверстий, да, которые позволяют попасть внутрь. Вопрос в том, сколько времени назад и откуда кто прилетел. И если сильно издалека, то вылетели в нашу сторону не то что задолго до изобретения радио, даже до появления первых динозавров. Но вполне возможно, да. Звездолет никелируй, Марс сионируй, да-да-да. Слыхал, что этот объект уже начал удаляться из Солнечной системы и нас бросил. Нет, это Оumuamua, да. Тот удаляется, нас бросил, это правда. А этот еще нет. Но скоро тоже. Звездолет, да. То, что вне пузыря Земли будет, и тут скоро для ИИ все поставить себе импланты.
Вот ловушечкой закроют, все похищенным людям ставят импланты, как на ладони с космоса видно. Так мы все с телефонами ходим, и всех нас видно на ладони уже. Нас и слушают, и чуть только, разве что анально не зондируют. Правительство сначала попробует им Библию и Коран втюхать, но не удастся. Зато вода из глубин очень богата микроэлементами. В прибрежной зоне больше рыбы будет. Ну, может быть. Да, может быть, да. Что случится? Я даже не знаю, что у них там случается с этими с мальчиками и девочками. Там же количество... она в холодной воде только живет, да? Эта рыба-то. У них как только мальчик, то есть Эль-Ниньо, так у них массовый голод случается. Вот так бывает, да? Библия списана шумерских сказаний. Шумерские боги создали цивилизацию нашей планеты. Вот они, скорее всего, летят назад, и нам они сильно удивят, что эти сказания сильно изменились. Ну, может быть. А они правительству цианид приготовили. Ну да, только марсианскому. Вы правы, полного понимания пока нет. Научное сообщество признает это загадкой, требующей дальнейшего исследования. Ну, конечно. То есть всегда у нас же простой способ, когда что-то непонятное, мы пытаемся его объяснить естественным образом. Когда естественным образом оно не объясняется, ну вот факт принимается к сведению и игнорируется дальше. Гуманисты. Если они полетели на Марс искать там жизнь, думая, что она там есть, то таких тупых инопланетян тоже не надо, ахахах. Ну так это автомат, ребята, это же автомат. Это просто автомат, там нет никаких живых существ. Инопланетян никаких нет, просто автомат. Сидел, радиоисточник, радиоактивность заметил какую-то и полетел к Марсу стерилизовать. По дороге синильную кислоту изготавливать массово. Ну, посмотрим, весело же будет. Гуманисты. Если они полетели на Марс... Да, вот. Будущее наблюдение 3 Атлас через Перигелия, октябрь 2025 года. Исследования GVC дадут больше данных для понимания этого феномена. Но я думаю, что это не последний стрим. Этот объект нас еще не раз удивит. Мы долго же с Оumuamua возились. И до сих пор нет никакого объяснения, почему он движется не гравитационно. И всех остальных эффектов никто не может объяснить. Объясняют, как всегда, случайностью. Ну, вот случайный такой объект ненормальный. Вот. Ничего не удается понять. Избыточно частое наблюдение чудес свойственно людям с инфантильным, нарциссическим, когда себя ставишь в центр всего, психическим расстройством. Ну а поскольку я обладаю всеми 3 этими свойствами, поэтому чудеса со мной происходят часто. Я просто их даже на стримах не успеваю о них рассказать. Вот эту ситуацию нейтрино с 220 пета электрон-вольтом. Это некое чудо. Оно не может случаться вообще. А оно случилось. Так у меня до этого руки не доходят. Ну не бывает такого. Это такой как бы вызов всей теории нейтрино, что хоть вешайся просто. Можно предложить, это было первое пришествие летающего макаронного монстра. Он летел, но обещал вернуться. Да, поэтому я всем предлагаю каждый день теперь есть макароны, пока она от нас не улетит. Ну, то тем самым мы можем летающему макарону так принести им определенного рода жертву или что-либо еще там. Так мы можем им поклоняться. Денис С. сказали, что база на Марсе, оттуда удобно экспансию проводить на Землю и другие планеты. Ну, может быть. Решили, что марсоход туземное население как бы не захватили. Ну, а что они с ними сделают? Когда жизнь скучна, не видно выхода, ждешь спасения извне, начинает синдром ожидания чуда. Например, инопланетяне прилетят, наконец-то спасут. Да убьют они всех нахрен. Как Циолковский завещал. Скорее всего, у них коммунизм, так что, наверное, они китайцев примут как братьев по разуму. Ну может быть. Но вы думаете, у китайцев коммунизм? Нет. У китайцев не коммунизм. Может, Smart TV файловую систему не видит, попробуйте поменять. Ну, не может быть такого, что современный телевизор
не видел какой-то файловой системы не той. Не коммунизм, там капитализм. Может, файловая система на флешке NTFS ее телек не увидит. Ну, могу проверить, конечно. А что, не увидит ее телек, да? Хохлы думают, что это к ним летят инопланетяне. Спасать это русских, хахах. А думаю, да. Глава корпорации вертолеты России купил виллу на самом дорогом острове Дубая с ванной из розового мрамора за 1 миллион евро. Долларов. Ну, а почему бы нет? Богатый человек, почему бы ему не купить виллу в Дубае за миллион? Телевизор нужно покупать без мойного Старант или Xiaomi. Большинство производителей смарт-телевизоров блокируют просмотр у них сервисов. Ну вот я ничего не могу сделать, как бы так вот. Я спрашивал эту НАА, которая называется, а что мне сделать? А она говорит, что надо к Яндекс Плюсу подключиться. Так а Яндекс Плюс, он там 3 или 4 тысячи в год. Возможно, никель находится в каких-то специфических соединениях, которые нет в комете Солнечной системы. Может быть. Давайте смотреть правде в глаза. Русские перебьют инопланетян. И мы будем бандитами не земного, но вселенского масштаба. Такие дела, точим ножи. Ну давайте, да, давайте. Ну, Насировский перебьет, конечно. Ну, видите, то, что дается, там уже всегда только по этому поводу только смеяться. Ну, такая вот шуточная реакция, она говорит, что здесь есть какая-то точка напряжения. У нас когда последний или предпоследний, значит, раз мы встречались с одноклассниками, у нас все анекдоты были про гомосексуализм. Вот, ну, без исключений просто. То есть, как бы там, значит, есть точка напряжения какая-то, раз они вот так были сделаны. Могу сказать, что я не рассказал ни одного. Может быть, если вы обратили внимание, что хуже меня очень трудно найти человека, который рассказывал бы анекдоты хуже, чем я. По крайней мере, на этих стримах. Такая ситуация. Возможно, никель находится, да, по поводу которых нет в кометах Солнечной системы. Еще раз замечу следующую вещь, что в комете Борисова 1 к 1. 1 к 1. Железо, никель 1 к 1. Что соответствует ситуациям, полностью связанных с кометами Солнечной системы. Никакого исключения. Никакого. А здесь вот такая хрень. Ну все, спасибо, значит, за шутки, юмор, всякие прочие. И комитету единения и прогресса за нашему единственному донатору за сегодня. А, вот тут, оказывается, еще есть куча железа. Возможно, железо есть, но ниже порога обнаружения. Ну, быть может, но это и есть, что его меньше, чем никеля. А так 1 к 1. Межзвездные кометы могли сформироваться в условиях, где железо и никель изначально разделены. Но опять-таки, в комете Борисова 1 к 1. Капитализм в такой системе контроля, где наличествуют цифровые деньги, существовать не может, да еще социальная ренька, это точно коммунизм. Ну, так и капитализма нет классического. Классического марксовского капитализма давно нет. Межзвездные кометы так резко отличаются от обычных. Да все одним миром мазаны. Ну да, все и сущее, да. Все бытийствует, я с вами согласен. Прошин, при коммунизме жилье, благо бесплатное, а в Китае нифига. Ну да. Увидели наши телепередачи и послали канистру цианида. Ну да, это страшная вещь, наши телепередачи, конечно. Вот я так-то не смотрел их никогда, а тут из-за мамы захожу туда, ну, в ее комнаты, и вижу там всегда работающий телевизор. Это ужасно. Весело будет, когда непрогнозимо вылетит из-за Солнца и полетит дальше по своей орбите. Да, так а так оно и будет, вы что, сомневаетесь, что ли? Мы можем сколько угодно над этим смеяться, над фонариком, над никелем, над отсутствием железа, а получится вот так. Ну, на прошлом стриме обсуждалась гипотеза темного леса, этого китайского фантаста.
о том, что за нами наблюдают, но эти наблюдатели прикидываются естественным объектом, как вот эта самая комета. То есть они прикидываются лесом обычно. Но так всегда. Так всегда. Или случайностью. Кто еще из ученых поддерживает гипотезу технологической активности для 3? Ну, Лёб поддерживает. У него профессия такая, поддерживать. Он там глава какой-то комитета или организации, вполне официальной, по поиску внеземных цивилизаций. Вот он поддерживает. Не задерживаясь нигде ни на секунду. Ну ведь так оно и будет, мы же понимаем. Я лично уверен, что так же, как и есть насекомые и рыбы, способны пережить заморозку, так нельзя отрицать, что инопланетяне нет технологии глубокого анабиоза. Ну, наверное, но зачем им так надолго себя морозить? Слили железо на солнце, как отходы производства, а увидели этот объект астрономы потом уже. То есть они раньше его куда-то выкинули, да, все это железо. А Вилья вроде упоминается как рассматривающий искусственные или технологические объяснения, поскольку промышленное производство никеля часто дает никель без железа. Ну вот да, я вам даже показал, как устроен такой процесс. Набил слайдик и его демонстрировал. Нирвана при коммунизме удовлетворяет все потребности человека, не обязательно не бесплатные, возможно, если не денег много. Ну, может быть. Макаронный великий летающий монстр, по канону должен полететь на ракете в форме вилки. Да, ну вот, значит, это ждем тогда макаронного этого монстра. То есть ежедневное поедание макарон, он отклоняется. Это же очень интересно, это очень похоже на христианство. В христианстве в причастии люди едят своего Бога, а здесь мы должны были есть макароны. Так что можете переходить на картошку, на пюре всякое, на овощи, на другие гарниры. Это не макаронный монстр. У вас в вашем телевизоре браузер элементарный. Google аккаунт с диском есть. Ну, что-то у меня Яндекс аккаунт есть. Если нет, то это нужно искать их в одни сложные пути. Вот. Там Яндекс с Яндекс диском. Ну, даже какое-то видео. Просто у меня такой маленький бесплатный Яндекс диск. Он даже какое-то видео на моем Яндексе видит. Какое-то видео. По-моему, у меня оно единственное. Надо проверить, что у меня там закачано. Просто он такой маленький диск, на нем так мало места осталось. Ну вот один из способов это купить себе за деньги Яндекс Диск. Больше. И начать закачивать информацию туда, все. И смотреть таким образом. Я просто, прежде чем тратить копейку какую-то на это дело, мне бы хотелось бы узнать, будет ли это работать. Потому что есть еще более кровавый способ, это Яндекс Плюс. И вообще очень противно со всем этим возиться. Путин нас спасет. Твои одноклассники сейчас призадумались и, возможно, обиделись. Не, меня не смотрит ни один мой одноклассник, уверяю вас. А что вам угрожает? Нам? Не знаю. Никель без железа, как СС3 Атлас. Не знаю, я специально этим вопросом взял, статью поднял, английскую Википедию, 1 к 1. Потому что я и раньше такую слушал, я специально к этому стриму эту гипотезу проверил. Потому что вы помните, я же вам рассказывал, что там много молекулярного никеля в комете Борисова когда-то. Вот я решил проверить, железом она или без железом. Сказали, что железом. То есть вот это была единственная патология, которую я вам хотел рассказать про комету Борисова. У нее же нет всех этих чудес, которые есть и у Оumuamua, и у кометы 3 Атлас. Я думал, что хоть вот этот никель, но вот никель оказался железом. Что такое социализм? Советская власть плюс электрификация всей страны. Что такое коммунизм? От каждого по способности, к каждому по труду. То есть, по сути, это социальный рейтинг. Наверное. А если еще и убрать реальные деньги, вместо них вести цифровые, то вот вам тот коммунизм. Денег нет, все заняты лучшим ввозом. Тут вопрос только будет, ли это коммунизм, анти или прокоммунистичность. Ну, он антикоммунистичен будет, конечно. Анти-анти. Но у нас в Казати достаточно много, 110 человек сейчас. Поэтому как бы, но все равно приходится расставаться.
Вот, давайте поблагодарим опять комитет единения и прогресса за поддержку канала. У Рося в его реакторе тоже все было на никеле запущено неспроста. Ну, наверное. Коммунизм это рай, антикоммунистический это страшнее концлагеря. Ну, сам себе коммунизм страшен. А мы за анархизм. Я тоже. Еще раз спасибо. И все, завершаю трансляцию. Всем спасибо. Тем более вот нас стало всего 101 человек. Завершить.